мура от реки, молчаливой грозная тучей в бой идут сибиряки. Молчаливой грозная тучей в бой идут сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга, бури грозные бояка. Судя по тому, как я одет, вы можете сделать вывод, что мы не в Москве. И вы абсолютно правы. Друзья, мы находимся в Красноярске, здесь, в Сибири, начало ноября. Я в Сибири впервые. Я почувствовал, что такое приближение сибирских морозов, но погода замечательная, чистый воздух, хотя красноярцы это отрицают, говорят, что он загрязнен. Мы прилетели сюда сегодня на 13-ю по счету красноярскую книжную ярмарку «Кряк», основанную фондом Михаила Прохорова. Нас ждет увлекательное путешествие на протяжении 4 дней. Мы увидим ярмарку, мы увидим множество спектаклей, мы увидим культурную жизнь Красноярска. Конечно же, будет много современного искусства. И самое главное, красноярское гостеприимство. Поехали! Друзья, на дворе 31 октября 2019 года. Время 12 утра, по Москве это 8. Каламбур полный, мы только что прилетели, разница 4 часа. Но мы уже свеженькие. Друзья, приятно, мы сразу получили большое количество подарок. Ну и, конечно, все в наших лучших традициях. Мы еще не дошли до пресс-конференции, но уже встретили роскошный фуршет. Министр Красноярского края Аркадий Владимирович, мне очень приятно с вами познакомиться лично. Взаимно. С точки зрения отношения к книге, Красноярский край, он такой занимает лидирующую позицию у нас в стране. У нас одно из самых больших количеств библиотек в Российской Федерации. В Красноярском крае их 1146, можете себе представить? Из них 80% находятся в сельской местности, и для многих библиотека вообще является единственным очагом культуры, которую они могут посетить в своем поселении, где они живут. Это великолепно. И фонд Прохорова уже на протяжении много лет помогает, дает грант на пополнение фондов библиотек. Они же запустили, благодаря Красноярской ярмарке книжной культуры, был дан старт с 2015 года, мы модернизируем библиотеки, уже 21 мы подверглись очень мощной модернизации. Это не просто внутреннее, это оснащение, это компьютеры, это совершенно иное пространство. Аркадий Владимирович, а вот расскажите, пожалуйста, про ваш стенд. Вот я смотрю, Красноярский край, Министерство культуры. То есть это непосредственно стенд, сделанный именно Министерством культуры, да, правильно? С 2016 года мы делаем такую площадку, которая представляет культуру Красноярья. Это наш хэштег, запомните его. Культура Красноярья. И тема кряка этого года, она называется «Локальные истории», когда мы изучаем или задумываемся об истории родного региона через истории отдельных личностей. Хотя я так понимаю, что уже все павильоны полные и по факту уже ярмарка открылась, но все-таки у нас уже такая традиция, что мы открываем ярмарку. Бывать на встречах с писателями, учеными и так далее. Это уникальный шанс. Красноярцы это очень ценят. И за это огромная вам признательность фонду Прохорова и вам, Ирина Дмитриевна. Сергей Васильевич, очень приятно с вами познакомиться. Мэр города Красноярск. Очень приятно, Сергей Васильевич. Мне тоже очень приятно. Да. Для нас это вообще фантастическое на самом деле событие. Я, может быть, где-то эмоционально буду об этом говорить, но это так.
Я оцениваю такие форматы вообще очень просто. Не надо никого принуждать сказать какие-то слова и так далее. Достаточно просто-напросто в течение вот этих дней пройтись вот так по выставке, пройтись по различным круглым столам, секциям, различным перформансам. Все будет, вот картина, как называется, маслом будет. Поэтому я знаю, что уже не просто тысячи, а десятки тысяч наших горожан стали настоящими поклонниками. У нас уже, знаете, такая даже внутренняя, я так для себя говорю, внутренняя. У нас есть уже вот первый день, еще выставка не открылась, а здесь уже, знаете, идет те, кто бывалые такие кряковцы, они уже начинают охоту с 10 утра сегодня. Потому что боятся, что раскупят полки. Да, это уже те, кто с таким, знаете, с опытом, матерые. Сейчас проходит биеннале современного искусства в Красноярске. Вот расскажите, мой проект в первую очередь направлен именно на современное искусство. Вот биеннале, насколько это важное событие и что делается именно в направлении современного искусства также в городе? Я считаю, что вот это направление есть, понятно, базовое классическое представление, это основа, там, фундамент, но я всегда считаю, что мы должны, если мы смотрим на несколько лет вперед, хотя бы на несколько лет вперед, а лучше смотреть на 10, там, на 20 лет вперед, то мы сегодня должны мыслить уже категории современности. Абсолютно. Прислушиваться к тем людям, которые видят, какие тенденции будут нас преследовать через какое-то количество. Это люди, которые пытаются раздвинуть время. Художники, которые делают современное искусство. Конечно, художники, абсолютно. которые раздвигают нам как бы дорогу в будущее и говорят, что вот это направление будут. Ну, как говорится, арт-патруль на районе. На районе, да. Здравствуйте, Дмитрий. Мне очень приятно с вами познакомиться. Дмитрий Цветков, современный российский художник. Современный российский. Дмитрий, мы что-то все о книгах и о книгах. Наконец-то об искусстве. Понимаете, потому что арт-патруль это... Езжу каждый год в течение 13 лет. Мощно совершенно работаю. Вот. Работаю с молодежью. Вы постоянный резидент все время езжу, да. Кряка. Кряков. И Кряка, и Кица одновременно. Вот так вот, Кряк и Кит. На самом деле, просто-напросто из-за того, что, ну вот, локальные истории, да, все наши книги локальные истории, все абсолютно локальные истории. Поэтому мы решили сделать песню, то есть как бы такой угол-закуток на районе. То есть в каждом городе есть свои какие-то истории, анекдоты. Те анекдоты, которые рассказывают красноярцы, их не ржут в Краснодаре. Там. То есть огромная страна, поэтому все очень живо и все очень дофига. Согласен. Поэтому я пригласил людей вот из, ну просто красноярскую молодежь. То есть это красноярские художники? Это красноярские, даже не художники, это просто молодежь. Причем они понятны красноярцам, но непонятны, например, когда вот нарисовали, все знают, что неделя моды спонсируется Крастец. Как бы все ржут в Красноярске, но я не знаю эту историю, да, потому что как бы я не знаю, что такое Крастец. Что такое Крастец, да. И так далее. То есть это какие-то вот такие. Поэтому мы решили, что вот будем заполнять своими историями. Какие-то истории будут из Омска, какие-то из Красноярска, какие-то из Москвы, какие-то черти откуда. И в целом вырисовывается большая история большой страны. Девушка, вам так идет, знаете, вы печатаете, как будто на несколько веков назад мы перенесли. Я пришел своему молодому человеку. Да ты что? Да, хотела с этим сделать. Это очень круто. Слушай, ну я не буду читать, это, наверное, личное. Это просто я нашла из группы такие вот строчки, вот, я не знаю. Блин, это очень мило. А он живет здесь, в Красноярске? Да, рядом со мной. И ты, значит, сейчас напечатаешь, и потом завернешь это все и отправишь ему? Слушайте, как здорово, что в Красноярске есть эта романтика. Знаете, в Москве я, к сожалению, о таком не слышал. Я желаю вам любви с вашим молодым человеком. Девушка, вы тоже молодому человеку пишете? Или вы пишете «ищу молодого человека»? Полюбишь мой город, здесь пришла любовь.
что нежданно Воронеж мой город. Помнить буду всегда. В рамках фестиваля «Кряк» мы сегодня приехали на спектакль в театр имени Александра Сергеевича Пушкина. И есть такой жанр вербатим, где разные актеры собираются истории жизни разных людей, и уже актеры их воспроизводят на сцене. И сегодня были жители города Воронеж. И они говорили о Воронеже, не о Красноярске, что интересно. Мне больше всего понравилась музыкальная подборка. И вот уважаемый мэр города. Здравствуйте еще раз. Вы были на Спасибо, спектакле? да, мы были на спектакле. Нам очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Очень так, ну это вот вербатим, это такой жанр. Жизненно, Да. трогательно и самое главное, за каждый нервик дергает. Да. Единственное, мы расстроились, что не про Красноярск, а про Воронеж. Мы сейчас уже с режиссером тоже пообщались. Мы говорим, как у вас воспринимается этот спектакль? Ну, говорит, раньше хорошо воспринимался, сейчас по-разному. Я говорю, поэтому вас в Красноярск отправили. Видите, Красноярск уже как дом. Очень приятно, что мэр города Сергей Васильевич подходит после спектакля, и можно душевно побеседовать на тему только что увиденной постановки. И я вот все-таки еще хочу досказать, что вещь интересная, но жанр тяжелый. Мне это не так близко, но театр великолепный. Мария, здравствуйте. Очень приятно знакомиться. Меня зовут Юрий. Друзья, Мария Шубина, сокуратор выставки, на которую мы сейчас с вами посмотрим. Итак, Мария, что такое любовь? И что такое эта выставка? Смотрите, это выставка «Точки входа в историю», которая рассказывает о 10 проектах про локальную историю, которые сделаны в разных точках нашей страны. Точки входа в историю – это способы, которыми кураторы решали те или иные задачи, те или иные вопросы, которые здесь, вот есть 10 вопросов, которыми задались люди, которые авторы этих выставок, и которые они хотели, чтобы себе задали посетители. «Старухи о любви», где автор этого музея, автор этого проекта Елена Наумова поговорила с несколькими пожилыми дамами, которые живут в селе Учма, о любви. И оказалось, что впервые эти женщины заговорили о, казалось бы, такой важной теме. Смотрите, вот на каждых 10 таких стендов, да. И вы всюду можете заглянуть, как бы подглядеть на кухню куратора, то есть увидеть, когда вы заглядываете сюда, увидеть предмет, который как-то спровоцировал всю историю, которую вы видите вокруг, увидеть интервью с куратором, с автором этого проекта. Поскольку все эти проекты сотканы из человеческих историй, из личных историй, то здесь вы увидите какую-то из историй человека с его прямой речью. Это, например, семья вот этой Кокаревой Екатерины. Ей было 90 лет, когда она давала это интервью. Она рассказывает очень пронзительную историю, что когда ее будущий муж сделал ей предложение, она стала хохотать, потому что она решила, что это какая-то смешная идея, мы нищие с тобой абсолютно, зачем нам жениться? Но он сказал, нет, нам нужна семья, мы будем все растить. И она сплела вот эту занавеску, которая здесь у нас на экспозиции. Она ее сплела из нити, которая возникает из рыбацкой сети, она сплела занавеску, повесила на окно, и это было символом того, что у них появляется дом, появляется жизнь из бинта. Вот, видите, бинт широкий. Вы поняли, друзья? Вот это настоящая любовь, понимаете? Она может преодолеть все. А он ей сделал предложение уже в 90 лет? Нет, это лучше перестать. 27 лет вышла замуж. 27. История города Ржев, который действительно 90% был уничтожен во время Великой Отечественной войны. И это город, который сейчас живет в основном памятью о Великой Отечественной войне. Там очень много всего происходит. До сих пор. Там на самом деле происходят совершенно пронзительные, потрясающие события, потому что, например, это то место, где 22 июня действительно является началом войны. Тяжелым
днем памяти, потому что там до сих пор каждое 22 июня захоранивают найденные останки. Но вообще-то это большой волжский город с длинной историей. И автор этого проекта, Надежда Максимова, она же сокуратор всей этой выставки, мой автор, собственно, дизайна вот того экспозиционного решения, которое вы видите. Она посчитала, что очень важно Ржеву снова напомнить о том, что у этого города большая история 19-го, 20-го и 21-го которая была века. до войны, да, Ну, вообще, и что после это город, войны. который живет не только этим. Да, да. Вот. Ой, Это, здорово. например, флаг, который в августе 91 года был установлен на здании горкома. То есть такой флаг свободы. Обалдеть, да. Флаг Новой России. Да, флаг Новой России. А героем здесь является Чеслав Милош, который лауреат Нобелевской премии, который в детстве был со своими родителями во время революции, жил маленьким ребенком, жил в Ржеве и оказался с семьей там. И вот, собственно, его какие-то воспоминания. Мария, спасибо огромное еще раз. Спасибо. В Москве, может быть, в Красноярске. Но вот чуть-чуть за пределы Садового кольца или там вот за пределы Красноярска. И эта молодежь другая. И молодежи и детей, которые бы думали и получали какую-то информацию, практически не видно. Какого-то единого лекарства не могу. Вот просвещать зависит от родителей, зависит от школы. Это очень... Вы абсолютно... Я согласен с вами. Но хочу начать все-таки вот с темы актуальной, раз это книжная ярмарка. И сейчас мы наблюдаем тенденцию во всем мире, и в том числе и в России, что книжные печатные издания уходят на второй план. Причем не потому, что, как мне кажется, люди уже не любят читать книжную литературу, потому что уже настолько много масс-медиа, а рукописи не горят, как говорил Булгаков. Хорошо ли это? И так ли это? И есть ли у печатных изданий будущее, что они вернутся и станут такими же популярными, как еще там буквально несколько десятков лет назад, когда в принципе не было альтернатив? Я думаю, что такими же популярными им уже никогда не быть. Существует человеческое развитие технологий, которое никто не отменял. Поэтому точно так же, как в свое время там писцы очень красивым почерком, профессиональные монахи в монастырях переписывали книги. Теперь это уже никогда не вернется. Можно об этом жалеть. Точно так же я думаю, что и такая высокая популярность печатной продукции на бумажном носителе, она больше не вернется. Но это не значит, что книги исчезнут. Я думаю, что книги сохранятся, и будут любители не только из ныне живущих поколений шуршать бумагами, шуршать страницами, там, облизывая, слюнявя пальцы, там, значит, перелистывать эти страницы. Романтика, конечно, романтика. Я, например, никогда уже не научусь такое удовольствие получать от чтения, там, скажем, гаджета, как я получаю, читая книжку, переворачивая страницы. Но уже нынешние молодые поколения, они привыкли читать на электронных носителях. Пусть читают. Но книги, я думаю, будут существовать, и они будут лежать в библиотеках. И они будут не только историческими памятниками реальными и артефактами, но они будут пользоваться определенной популярностью и успехом. Я думаю, что будут и чудаки, которые будут предпочитать читать книжки. Вы сказали фразу, что вы боитесь революции. Да. И молодое поколение об этом мало задумывается. Хотя я, вот, например, тоже боюсь революции. Это я вам просто... Тут даже нет вопроса, просто я почему-то выделил ее именно вот из вашей лекции. Знаете, революция, это слово звучит романтично. На самом деле, романтики мало. Революция – это кровь. Кровь – это всегда неприятно, я вас уверяю. Значит, много крови. Крови случайной в том числе. Да. Крови непредсказуемой. Революция – это масса неудобств. Причем неудобств какого уровня? Высочайшего. Скажем, когда зимой не будет электричества, водопровода и канализации. Это как неудобство. Вот что значит революция. Революция – это когда некуда в туалет сходить, когда неоткуда взять воду, и когда к вам врываются в дом незнакомые вооруженные люди и там селятся. А вы от них прыгаете в окошко. Абсолютно мало приятного. Что это никому не идет на пользу. Совершенно никому. Поэтому революция хороша для тех, кто решил пограбить.
А если вы не хотите грабить и не хотите, чтобы грабили вас, то революция не для вас. Как вы относитесь к современному искусству и в чем сила современного искусства? Я не поклонник современного искусства. Это мои проблемы. Это проблемы не искусства, это проблемы мои. Я в этом смысле консерватор. Я думаю, что сила современного искусства в его массовости. Потому что оно производит впечатление не на интеллектуальную элиту, оно производит впечатление на всех. В этом его сила. И это главное. И разграничение, элитарность падает. Падает элитарность, падает разграничение по возрасту, падает разграничение по образовательному цензу. Все это падает. Это то, что могут воспринять все. И профессор из столицы, и необразованный молодой человек из провинции. Вот это важно. Мне очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, взаимно. Друзья, первое отделение симфонического оркестра закончилось. Мы находимся в филармонии Красноярска, прекрасной филармонии с Дмитрием Буткевичем, известным российским арт-критиком. Дмитрий, ну какие у вас впечатления? Да самые удовлетворительные, от слова удовлетворять. Потому что здесь прекрасный звук, действительно огромный совершенно зал, между прочим, полностью забитый публикой, что, конечно, в общем, удивительно. Насколько я понимаю, оркестр Плетнева здесь не то, что прям там редчайший гость, но тем не менее. Все равно мне нравится, она такая благорасположенная публика, бессируют, встали в конце первого действия. В общем, все замечательно. Главное, что, конечно, главное в любом музыкальном театре, это звук. Звук здесь очень хороший. Мне огромная честь с вами познакомиться. Я хочу сказать, что планета останавливается, когда вы поете. Это абсолютная правда. Я сидел с открытым ртом, и вас можно слушать вечно. Вы мне, зрители сегодня, мне дали столько любви, столько поддержки, столько энергии, что не могло быть иначе. Я испытывала такое счастье. И такой позитив, и даже я не знаю, как выразить. А вы впервые выступали в этой филармонии в Красноярске? Да. Мне очень понравилось. То есть это для вас? Очень понравилась акустика. Конечно, мне очень здорово аккомпанировали, очень деликатно, очень трогательно, очень бережно, очень с любовью. Но все равно так было комфортно петь. Я читал в программке, что вы уже с 2007 года работаете с дирижером. С Михаилом? Конечно. Да, мы вообще учились вместе, учились при консерватории, и в 16 лет вот стали, мы одного года, Миша чуть от меня старше, он стал играть на рояле, то есть аккомпанировать, а я пела ему в такие вот стопки нот. С ним ежедневно перепевали, переигрывали и узнавали новую музыку. Это просто такой чудесный случай, что мы познакомились. И это дружба, и это потрясающий тандем такой музыкальный. Насколько команда это важно. Да. Я поражал вашим мастерством, как вы управляете своим голосом. Еще раз разрешите мне поцеловать вашу руку. Мне будет огромная честь. Позади меня вы видите музей современного искусства. Это главная центральная площадка современного искусства во всей Сибири. Музей был основан в 1987 году как сибирский филиал музея Владимира Ильича Ленина. 13-й по счету и последний в Советском Союзе. Начиная с 1991 года музей поменял свою направленность и стал главной площадкой современного концептуального искусства во всем сибирском регионе. И мы приехали сюда, мы встретимся с главным куратором этого музея,
и пройдемся с вами по Красноярской биеннале современного искусства. Площадь музея 5000 квадратных метров. Этот выпуск не мог бы быть полноценным, если бы мы не посмотрели на крутое современное искусство, потому что это арт-патруль. Погнали! Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Друзья, Сергей Ковалевский, арт-директор музейного центра «Площадь мира». Вот, наверное, нужно начать с этой инсталляции, которая сразу же на входе бросается в глаза. Огромное количество маленьких фигур, проработанных. Каждая имеет индивидуальную форму. Вполне возможно, что это настоящие люди. Да, в прототипе, конечно. Ну, начнем с того, что это работа, крупнейшая работа в этом проектном жанре выдающегося британского скульптора Цадака Бен-Давида, который специально для Красноярска собрал вот именно такого количества набор фигур и даже еще кое-что добавил для нас. Ну, этот проект называется «Люди, которых я видел, но не встречал». Он длится, наверное, так в полном объеме лет 5. Уже проехало огромное количество стран, европейских, азиатских тигров. И вот впервые в России... Приехал в Красноярск. Да, впервые в России, я бы еще сказал. Вот это очень важно. Вот, Москва так и не смогла пока с ним договориться. А мы смогли. И эта работа в каком-то смысле открывает биеннале переговорщик. Вот 13-я Красноярская музейная биеннале на входе встречает вас вот этой вот огромной песочной, не знаю, платформой. Если хотите, это пляж мировой, на котором мы собрались более 5000 человек разного размера. Каждая из этих фигур имеет реального прототипа. Хотя он их, как говорится в названии, он их никогда не встречал. Да, он их только увидел, снял на фотоаппарат, и человек как бы мелькнул мимо и ушел. Значит, а какое точное количество фигур здесь? Или... Ну, там точно 5090. 5090. Потому что 90 больших и 5000 маленьких. Ага. Кстати, очень важная деталь. Вы обратили внимание, бронзовую скульптуру в центре этой пустыни. Это только здесь, поскольку мы бывший музей Ленина, последний в Советском Союзе, 13-й, и от него осталось много следов вот этого так называемого ленинского наследия. Ага. И вот эти фигуры, в общем, очень органично, как нам кажется, с художником вписались в эту мировую толпу. Это какие-то гиганты. Кураторская задумка, да, была? Во многом, да. Я сразу на это пространство нацеливал. Он долго сомневался, поскольку обычно в абсолютно пустых пространствах это происходит. В чистых белых white-кубах. То есть во времена музея они стояли, встречали? Встречали, да, вы пионеры, так сказать. Ведь помните, Моисей чего делал, да? Он водил свой избранный народ 40 лет по пустыне. И как наследник, я шучу немножко. И в итоге довел? Наверное. А это народ художника, понимаете, который художник возит за собой буквально по всему миру. Это было специальное пространство, называвшееся раньше Старая Россия, и оно было диаграммой, и вы только фронтально могли воспринимать этот театр. Сегодня, вот, несколько дней назад открыли новую версию, теперь это не диаграмма, а панорама, и мы с вами сейчас пройдем, грубо говоря, 360 градусов вокруг этой скульптуры и попадем в самые разные ситуации, в том числе телесные, пространственные. Теперь это называется «Воскресенье на площади», этот проект. «Воскресенье на площади». Для нас это очень важно во многих смыслах. Сегодня воскресенье, друзья. Слушайте, поздравляю. И мы на площади мира. На площади мира. Видите, как все забавно? Это абсолютно уже эксклюзив. Да. Здорово. И поэтому здесь очень много смыслов, как в русском слове «воскресенье». Выходной и одновременно воскресенье из мертвых, оживление этих фигур. Теперь у каждой есть голос, вы можете послушать в эти трубы песню «Трансваль», которую поет вот эта девочка замечательная. Это приятный голос из таких советских фильмов. Звучит шарманка. Пионерские такие мотивы. Да. Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне, под Волны ностальгии на вас должны накатывать. Да, как меня, хотя я 95-го года и рожден был не в Советском Союзе уже. Ну это в крови, понимаете, да, через родителей. Через семью, да, очень знаком. Это не вытравишь, к сожалению, во многом. Да, во многом, к сожалению. Дедушка умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот. Нельзя. Кстати, тоже воскресная метафора, да. Ну мы тут попытаемся что-то воскресить ценное из прошлого.
Мы сделали специальное виртуальное пространство, экран. Если вы смотритесь, это вообще ноу-хау для нас, поскольку здесь соединяется пластический рельеф. Этот скульптурный рельеф снят с большевиков, из этих обитателей Старой России. И на этот же экран рельефный, получается, мы проецируем в том числе и портреты этих фигур. Тут такой, знаете, двойной, тройной, четверной процесс взаимного отражения. Мы здесь еще работаем не только с телом, но и с языком. Эксперимент двойной, тройной. Знаете, ребята, эта фигура как живые, я даже сейчас сначала не понял. Ну и вы немножко становитесь Да, этими же персонажами. Это прямо... Можно встать в строй этих арестантов и идти. Да, на самом деле вот это вот страшные такие моменты, страшные очень скульптуры, как арестанты идут. И вот эта роспись, это все было сделано к этому проекту, да. Сегодня это уже памятник. Лица такие русские, такие... Ну и, честно говоря, не зализанная. Это очень такая брутальная да. пластика, вполне актуальная. Нам это нравится. И особенно, когда мы на экран потом проецируем, там такая мощь какая-то из этого прет. А мы ничего не добавляем, мы просто даем этому раскрыться, на самом деле, с помощью современных технологий. Идет погружение вот какое-то полнейшее. Чего мы и добивались в этом иммерсивном спектакле. Как долго делался весь этот проект? Вот? Ну, мы, в общем, год его проектировали, и последние полгода очень так интенсивно перестраивали. Вот то, почему вы идете, вам кажется естественно, но этого пола не было, его надо было построить, все эти перила перелопатить, очень много, так сказать, скульптурной, пластической, интеллектуальной, концептуальной, изыскательской, ну и так далее. А что вот это за сцена? Это завод был всегда металлический, как же без пролетариев. И вот это те самые первые ростки искр пролетариата, которые, собственно, и принесли за собой этот, с точки зрения революции, да, большевиков новую эпоху. Сожрали. И они немножко в стороне, и вот они идут. Ну, честно говоря, те работяги тоже ни в чем не были виноваты. Были лихие, как вы понимаете, зажигалы. История, да, это можно копаться. Да. Тут как бы... Мы здесь не говорим о правых и виноватых. Никто ни в чем не виноват, но трагедия изменила как бы Россию. Еще мы очень долго будем за это отбиваться. Это факт. И столько жизней, и сколько 20 век вообще. Очень хорошо, что вам пришли эти мысли, потому что это была наша миссия в этом проекте, чтобы помимо шоу, аттракцион, это наша страшная история, и она нас до сих пор еще держит, эта история. Вот в этом немножко ужас. Да, да. И надо это переработать, этот опыт. Надо это переработать, надо это помнить и понимать, что хуже как бы революции ничего быть не может. Тут мы вспомнили про Александра Шишкина-Хапусая. Чем-то немножко, вот Рома, может быть, со мной согласится, вот есть от русского павильона что-то. Ну, динамика, простота, да, брутальность, динамика, виднота какая-то. Понятно, что все равно разный замысел, но в чем-то он и все-таки даже идет параллельно. Мало того, две скульптуры вот Шишкина вы сейчас увидите вот в этих, просто они там стоят. Да, вот эти вот именно мультимедиа, вот этот огонь, который вот в мультимедийной этой форме. Слушай, ну Александр, он театральный художник прежде всего, и здесь театр был изначально создан. Попали с вами в проект Владимира Селезнева, который является куратором проекта «Основные пределы». Владимира из выпуска с инновацией с Нижнего Новгорода Владимир выиграл. Отлично, да. Он вообще, ему очень везет в этом году, и он даже стал вот почетным куратором на биеннале. Вот. И он сделал очень тонкий, изысканный, приятный, ну, во всех отношениях, идеологический проект «Открытые пределы», который является одним из 4 проектов нашей биеннале крупных. И в этом проекте он собрал около 30 художников, которые прежде всего интересуются диалогом с местом, в данном случае с Красноярском, диалогом с его историей и диалогом с музеем. Уникальная вещь, эксклюзивная. Я ни разу не видел, чтобы такой диалог состоялся. И вот новые тела начинают плыть по Енисею, видимо, тоже в Северное море. Вы можете прийти в музей, полежать и подумать о своем, послушать музыку. И это, кстати, опять же, очень прекрасная иллюстрация нашего подхода. Через телесный опыт проникнуть в историю. Браво! А это пространство очень отличного японского художника, который проследил путь движения от лесоповала сибирского, гулаговского, древесины через Енисей в Северное море. И в итоге он нашел вот эти вот высушенные, вымытые коряги в Исландии. Вернул это все сюда, в эту инсталляцию, и рассказал еще историю на спилах этих деревьев. И вы можете трогать каждый из этих спилов и начинать читать эту историю. Ну вот если вы возьмете, вы, во-первых, увидите фотографию, а на обороте конкретная атрибуция.
кто это, что это. Вот хан Андрей Капитонович. Сослан с семьей с Дальнего Востока, 50-е годы. И район Дудинки, это север Красноярского края, район Норильска. То есть это все, кого сослали? Да, да. Все арестанты, да? Поразительно, что человек как бы из другой культуры, да, так вник глубоко в наш очень дикий, сложный 20 век и передал это месту Красноярску всего. Это страшные вещи. Ну пойдемте вот под наше замечательное черное существо, спускающееся с неба в этом черном пространстве. Это немецкий художник Детлев Шлакхек, который здесь буквально в контексте этого нашего, очень торжественного зальчика, который на перекрестке всех дорог лепил вот эту вот, скажем так, какую-то биомассу, которая очень сложно сделана и в то же время как необычный эффект получился. Из простых материалов. Чуть ли не упаковочные мусорные мешки. Да? Да. Ой, а кажется, что это что-то тяжелое. Кажется, космическое что-то. Вообще металл, можно подумать, что что-то металлическое, а на самом деле мягкое. И эта вещь, она тоже какой-то синтез создает. Здесь люди могут просто сидеть, любоваться. Это очень классная идея, конечно. Здесь иногда мы музыку устраиваем. Очень приятно, что такая работа с аудиторией идет прямая в музее, что человек прям получает полнейший интерактив и может практически в каждую инсталляцию прикоснуться к искусству, так сказать. Тем или иным способом. Да, тем или иным способом. Кстати, победитель слэма сейчас выступает, Александр Дельфинов. Я сегодня видел отчет о слэме, охренительный парень. Баряна дразнили педиком, на девочку был похож. Он выдержал, служит медиком. Видать, разбирался в ЗОЖ. Привет, малыш. Какая была компания? Мы в 88-м. Бонн, Западная Германия. Я в доме сижу пустом. Наш один из музейных кабинетиков. Музей огромный, ему нет конца. Да, просто хотим показать вам, как работает музей с помощью замечательных посетителей. Это в каком-то смысле турбина, Красноярская ГЭС, а ГЭС построена людьми, и мы даем ощущение, впечатление каждому почувствовать. Давайте возьмемся с вами за эту турбину, а если Лиза нам поможет, мы вообще полетим. Да, и пошли по Салань. Вот, и тогда фигурки начинают оживать. Обожаю свою работу. Художники за работой. Художники за работой. Художники никогда не работают. Художники живут. Мне очень нравится фраза из фильма Шукшина: «Работа не летит, в гору не уйдет». Да. Друзья, к сожалению, мы ограничены во времени. Мы уже 4-й день в Красноярске. В восторге еще раз от вашего города, от вашей культуры, от вашего грандиозного музея. Спасибо, конечно, за гостеприимство, за экскурсию, за эту биеннале красноярскую. То есть видно, что современное искусство в России живет, жить будет, что оно развивается, что оно ушло далеко за пределами вообще Москвы. Хотя есть какие-то стереотипы, что, во-первых, в МКАДом и жизни нет, а в искусстве тем более. Нет, это не так. Это музей лучшее доказательство, Сергей. И один вопрос, который я сейчас вам задам. В чем, на ваш взгляд, сила современного искусства? Я думаю, воображение, да. Это главная сила, и главное то, что он может дать, это взглянуть на вещи под другим углом, увидеть в них другое, возможность. Вот современное искусство, оно раскрепощает, раскрывает и, в общем, убирает стереотипы восприятия. Ведь важно простую вещь понимать, что все мы смотрим через клише. Это такой хитрый у нас с вами механизм в голове спрятан, мозг называется. Он против нас, на самом деле, работает. И вот современный художник, он прежде всего над собой производит усилия, борется с этими вот
стереотипами вековыми, тысячелетними или совсем недавними. Это очень важная работа, которую культура обязана проводить, хочет она этого или не хочет, да? Вот. И, собственно, современное искусство, оно может иногда укалывать, да, может иногда растормашивать и провоцировать, но это не со зла, а вот из необходимости происходит. Здорово. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо. Ирина Дмитриевна Прохорова, соучредитель фонда Михаила Прохорова, фонда, который уже в 13-й раз, 13-й год подряд делает этот праздник жизни здесь, в Красноярске, в Сибири. Ирина Дмитриевна, я хотел бы начать с самого начала. Вот что такое кряк и идея его создания, и для чего вот вы это делаете, вы, ваша команда большая, потрясающая, уже на протяжении 13 лет. Тут придется действительно отступить в далекую историю, а именно в 2004 год, когда фонд создавался, и его главная задача была и остается поддержка культуры в российских регионах. И эта проблема российских регионов, обделенных вниманием и возможностями развивать культурные инициативы, эта проблема, в общем, вполне себе остается актуальной и сейчас. Поэтому мы провели большую исследовательскую работу. Мы начинали в Норильске и 3 года работали только там. А потом распространились на весь Красноярск. Кряка не было в Норильске, да, но я имею в виду, что мы исследовали серьезно все состояние культуры там, и не только. И истории, экономики, демографии. И постарались выстроить программу, нащупав самые болевые точки в каждом из городов и в Красноярском крае. Так вот, главная болевая точка с нашей точки зрения была в Красноярске. Это отсутствие качественных книг. При том, что Красноярск – университетский город. То есть получалось, что огромное количество высших учебных заведений, в которых есть и отделения гуманитарные, и не только, да, просто лишены были качественной литературы. В 2007 году кряк стартовал, или стартовала, да, но кряк все в мужское имя, ну так как сокращенно. Здорово звучит кряк. Да, и идея была, и понимаете, главная идея была этой ярмарки, это все-таки фестиваль современной культуры во многом. И лозунгом ярмарки был фактически концепция его, это текст в мультимедийном пространстве. Да, как литература, как текст, как таковой, меняется, да, под влиянием вот нового контекста культурного. Я вот немножко хочу поговорить о параллельной программе, если можно так назвать, в рамках кряк, в рамках фестиваля. Довольны ли вы сегодня, в этом году, этой параллельной программы, и, может быть, что-то, что вам запомнилось вот особенно? Слушайте, я Потому что все как бы будет. Как глава фонда и организатор, я никогда недовольна, понимаете? То есть на самом деле нет. Я просто понимаю, что там основное удалось, но всегда потом разбор полетов, мы считаем, что надо что-то дотянуть. Я считаю, что у нас было 2 больших успешных проекта внутри театральной программы. Это, конечно, Российский национальный оркестр и потрясающая певица оперная Юлия Лежнева, которая поразила всех и сразила нас всех. Ну и сам Российский национальный оркестр, конечно, потрясающий. И очень интересный был проект, который сделан силами молодых людей 3 стран, а именно России, Германии и Польши, 1989 год, 30 лет спустя, где ребята попытались понять результаты вот тех самых революций, в результате которых распалось советское пространство, посмотреть вообще, что дальше произошло и какие проблемы стоят перед самыми молодыми людьми. И это сделано, конечно, в форме вербатим, они разговаривали с собственными родителями. Все вот так происходит. И так получилось, что я знаю несколько молодых людей, которые участвуют в этих митингах. К вопросу, человеку дали там 2 года за то, что он потрогал шлем. Для меня, допустим, это вопрос нашей ментальности, потому что, ну, по крайней мере, для моей семьи это так. Говорить о событиях, которые произошли, которые как-то кардинально изменили жизнь, которые повлияли на, ну, то есть на поколение моих родителей, это всегда для нас, для нашей семьи, это было достаточно тяжело. И, откровенно говоря, я знаю имя, фамилию папы, дату рождения. Как бы при этом мы живем вместе, все в порядке, у нас хорошие отношения, просто у нас не принято говорить о прошлом. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют
требуют наши глаза. Thank you very much. Thank you very much. Я что хочу сказать искренне. Вы выглядели как семья. Вот вы выглядели, вы знаете, как в детском лагере. Первый поток, первая смена, и вот когда все собираются, и вот как на современном языке можно ловить вайб, это если вот, и вот у вас он есть между вами, и я хочу узнать, это очень интересно, потому что вы все-таки из разных стран, у вас разные языки и так далее. Как вам удалось достичь этого? Тут, наверное, будет интересно, если представитель, может быть, от каждой стороны ответит. По крайней мере, так мы сможем уже что-то проанализировать. И второй, это уже такой шуточный вопрос, вы его запомните просто. Можно ли сказать, что каждый из вас теперь знает на 2 языка больше? I spent a lot of time with these 2 Russian guys, and they really like to speak Russian, and I understand Russian. But at one point, I started always to laugh when they're talking about, I think that are funny things. And I always start to laugh with them, and they're like, "Do you understand this?" And I'm like, "No, I just think it's like this vibe. It's funny what you're saying." And I think I can like understand their feelings, even though I don't understand what they're talking. And I think it comes with the time that you understand what the other person feels, even though you don't understand what exactly that they're saying. And it's like... Suddenly we all felt that this is a victory. Well, you know, this is almost, I would say, almost a religious experience. I'm not a religious person, I'm sorry. But somehow, near the dawn, we suddenly felt that something has changed. Даже несмотря на то, что мы были в родных городах, там в Москве нам нужно было жить вместе. В Берлине ребята 3 недели с нами жили вместе. Нет, я к тому, что это было, поначалу это было очень тяжело, очень. Но потом мы плакали в последние дни мы плакали. Вот так мы находимся на фестивале книжной ярмарки. Мы решили для вас, как всегда, по традиции арт-патруля для наших зрителей, разыграть 2 книжки издания Ирины Дмитриевны Прохоровой. Да, мое издательство «Новое литературное обозрение», которое много издает книг и гуманитарных, и художественных, но у нас есть вот такие целый ряд интересных книг, посвященных истории, как истории России, так и какой-то истории культуры разных городов. Значит, одна из самых наших успешных книг, это книга известного историка, специалиста по XVIII веку Евгения Анисимова, называется «Петр I. Благо или зло для России», где вся книжка построена как диалог 2 оппонентов. Да? Один считает Петра, что это было великое благо для России, а второй считает, что, значит, это было ужасное зло. И они долго спорят, причем это 2 умных собеседника, которые не плюют друг друга, а объясняют. И надо сказать, что под конец вы уже не очень понимаете, на чьей вы стороне. А это говорит о том, что как сложно определить роль человека, он, естественно, был ключевая фигура в создании современного государства, но я думаю, читая это, вы очень много поймете и про современные проблемы, и про специфику нашего мышления. То есть, в общем, мне кажется, и написана она прекрасно и популярно. И вторая книга, прекрасная книга Андрея Бельжо, человека известного и, значит, медийного человека. Он обожает Венецию. Очень долго там часто бывает и живет там. И он написал великолепную книгу, как какой-то можно читать как просто про Венецию, или как альтернативный гид по Венеции, потому что он о ней рассказывает не просто как турист, а как житель. Вот он сидит в кафе, он описывает, что он ест в кафе, и глядя на разные пейзажи, раскрывающиеся перед ним, этот город, он невероятно интересные вещи рассказывает. Передаем привет нашему другу Глебу Смирнову.
Ирина Дмитриевна, что Да. нужно сделать нашим зрителям? Да, чтобы... вот смотрите, да, я бы попросила сделать вот что мы все так или иначе в школе, иногда где-то в ВУЗе проходили историю России. Значит, об истории очень много у нас рассказывается на разных каналах, но вот интересное дело, обратите внимание, что в ней действуют одни и те же персонажи, которых, в общем, не так много. И в свое время была такая проект «Имя России» в 2006-2007 году. И, в общем, все называли приблизительно десяток имен. Там у нас в основном полководцы-тираны, немножко Пушкина, значит, с Лермонтовым. Но, в общем, на самом деле все одно и то же. А вот я бы попросила вас, может быть, назвать какого-то исторического деятеля, не обязательно литератора или политика, это могут быть человек любого профессии, любого сословия в разные периоды существования. Это может быть ваш даже родственник какой-то. Вообще кто угодно. Да, вы считаете, что это был действительно человек исторического масштаба, важнейший, он сделал очень важное что-то для страны в какой-то области, но вот совершенно несправедливо в этот учебник истории не попал. Вот с вашей точки зрения, кто был бы достоин, да, пополнить ряд исторических личностей, которым мы могли бы гордиться в реальности, да, без всяких оговорок, с одной стороны, с другой стороны. Ну вот подумайте, может быть, у вас есть такие любимые персонажи. Я думаю, это будет очень интересно, потому что, возможно, вы нам расскажете и объясните историю каких-то людей, которых мы совершенно не знаем, и это несправедливо. И, возможно, после ваших комментариев они попадут в историю, да, может быть, даже и во всяком в вашем случае расширит наше представление о разнообразии истории, да, исторических реалий и людей, которые, несомненно, у нас есть. Так что буду признательна, если вы назовете какие-то вот такие исторические личности. Ирина Дмитриевна, спасибо вам огромное за фестиваль. Спасибо вам, мы рады, что вы приехали Да, сюда. мне очень приятно с вами познакомиться. Я желаю процветания этому проекту, очень важному для людей. И очень надеюсь, что не последний раз мы в Красноярске. Ну, я тоже надеюсь. Я надеюсь, что если люди посмотрят ваш репортаж, может быть, им захочется приехать на ярмарку и в качестве участников, в качестве покупателей, зрителей. Всех приветствую. Ну что, вы видели все сами, ребята. 5 дней. 5 дней культуры, искусства, Сибири, Красноярска. Честно скажу, я кайфанул. Я хочу еще раз поблагодарить фонд Михаила Прохорова, потому что фестиваль, который они создали, вот этот фестиваль книжной культуры, это очень важно. Это очень важно для региона и для страны в целом. Такие фестивали должны появляться во всех регионах. Книжные, искусство, музыки, всего вместе. Потому что, аккумулируя культуру в нашей стране, мы выводим сознание наших людей на новый уровень. Подписывайтесь на Арт-Патруль, друзья. Любите искусство, любите нашу огромную родину и будьте счастливы. А мост вообще великолепный. Melatonin, 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 melatonin. Мальчик, ты не понял. Водочку нам принеси. Мы домой летим.